Здравствуйте. Мы с вами продолжаем заниматься психологией, и наша с вами тема, продолжающаяся тема, связана с диалогическим подходом в психологии или с тем, что мы с вами называем сейчас духовно ориентированный диалог в психологии. На прошедшем занятии мы с вами разобрали основные, так сказать, понятия и основные базовые представления. И сейчас я бы хотела, чтобы мы обратились к тем культурным и научным, так сказать, основаниям, в частности, научным основаниям в именно отечественной традиции, которые действительно сыграли огромную роль в формировании вот этого диалогического нашего подхода. И мы с вами начнем сейчас говорить об одной из вот этих вот двух очень важных фигур. Это Алексей Алексеевич Ухтомский, создатель учения о доминанте в такой замечательной науке и важной для психологии науке, как физиология. И мы с вами будем, так сказать, говорить о том, как связано представление о доминанте Алексея Алексеевича Ухтомского с диалогом, с диалогическим подходом в психологии. Вторая личность, о которой мы также будем с вами говорить, это Михаил Михайлович Бахтин, философ, филолог, так сказать, вот, который очень много сделал для того, чтобы разработать идеи диалога в философии и филологии. И, в общем-то, это еще одна, так сказать, личность, которая оказала огромное влияние на формирование вот этого диалогического подхода в психологии. И очень важно отметить, да, что это действительно именно два российских автора. Во-первых, оба верующие люди. Во-вторых, это действительно, так сказать, ученые, которые вот эту традицию, да, российской науки, естественно, научной, гуманитарной, очень значительно, так сказать, развили в XX веке. Итак, давайте остановимся сначала на том учении о доминанте, о котором мы уже сказали, да, и которое связано с именем его разработчика Алексея Алексеевича Ухтомского. Вот очень большое сожаление, да, можно высказать относительно того, что все-таки, насколько мне известно, до сих пор школьные учебники биологии и физиологии заканчиваются на экспериментах Ивана Петровича Павлова. Потому что, в общем-то, в 20 веке, конечно, огромное, так сказать, продвижение было в области физиологии, да, и оно связано и с именами Алексея Алексеевича Ухтомского. И вот мы с вами в связи с теорией деятельности говорили о Николае Александровиче Бернштейне, который ввел, так сказать, вот это понятие обратной связи, кольцевой регуляции действий в физиологию. А Алексей Алексеевич Ухтомский, он ввел в физиологию понятие доминанты. И, в общем-то, он разработал вот это учение, которое показало, что фактически все высокоорганизованные живые организмы, они живут по принципу доминанты. И это открытие он, в общем-то, сделал в процессе своего экспериментирования с различными животными, когда он вырабатывал у них условные рефлексы, следуя традиции Павлова. В данном случае можно остановиться на том, каким образом Ухтомский, значит, вот действительно как бы задумался, и в результате, так сказать, вот он открыл вот это вот явление, да, явление доминанты. Оно чем-то напоминает, вот это его открытие, чем-то напоминает вот эти легенды, да, о яблоке, упавшем на, так сказать, голову Ньютона, да, и о легенде об Архимеде, который понял, как, значит, измерить объем сложного предмета. В данном случае это была корона. Вот ее надо было, так сказать, погрузить в воду. Да? Я думаю, вот эту эврику Архимеда все представляют себе, да, и знают об этом таком случае. И открытие доминанта, оно фактически связано с аналогичным эпизодом. И эпизод заключался в следующем. Значит, Ухтомский вырабатывал условные рефлексы. В данном конкретном случае животным, у которого вырабатывали рефлексы, была лягушка. И вот у лягушек тоже можно вырабатывать условные рефлексы, не только там, у собак, кошек, обезьянок. Да? Вот, значит, лягушка, так сказать, уже четко почти все выработала, все условные реакции, которые надо было выработать.
И вдруг на очередной стимул, значит, в процессе вот череды вот этих, да, повторений условных стимулов возникает пауза. То есть никакой реакции нет. Ухтомский удивляется, начинает смотреть, что ж такое с лягушкой. Оказывается, лягушке надо было в этот момент осуществить совершенно законный для каждого, так сказать, живого существа выделительный акт. Так сказать, вот мы все знакомы с этими выделительными актами, да, с соответствующими потребностями. И лягушка в этот момент совершенно как бы не обращала внимания, оказывается, на те условные стимулы, которые ей, так сказать, ученый транслировала, на которые она уже как бы научилась, достаточно уверенно научилась давать нужную условную реакцию. И Ухтомский начал думать над этим эпизодом. Вот, казалось бы, да, такой незначительный эпизод. Да, лягушка, так сказать, пропустила условный стимул и перестала реагировать. Да? Хотя, казалось бы, вот цепочка реакций уже была выработана. И он понял, да, что на самом деле каждый живой организм, особенно высокоорганизованный живой организм, да, он живет по принципу доминанты. Вот мы с вами не так давно рассматривали такую тему, как теория деятельности Леонтьева. И говорили о том, что фактически наша, так сказать, жизнедеятельность, да, состоит из деятельностей, а деятельности, они управляются мотивами. И мотивы, так сказать, они вот удовлетворяют определенные наши потребности. Да? Как бы мотив как бы это вот найденный, так сказать, предмет, который удовлетворяет потребности. И, соответственно, вот таким образом эти потребности удовлетворяются. И наши потребности, они обостряются, актуализируются как бы определенным образом, да? Вот со своим каким-то, со своей периодичностью, вот со своей какой-то, вот, так сказать, интенсивностью у каждого, так сказать, живого существа, и в том числе у человека. И это означает, что как бы какие-то потребности в какой-то момент становятся определенными доминантами. И все, что, так сказать, все деятельности, связанные с удовлетворением этой потребности, они как бы вот выходят на первый план, то есть начинают доминировать. И Ухтомский вот открывая вот этот вот механизм доминанты, да, он начинает его, так сказать, физиологически осмыслять и описывать. И дает некоторое определение. А для него, так сказать, вот в рамках его учения о доминанте, доминанта – это господствующий в данный момент времени очаг возбуждения в нервной системе живого организма. Этот очаг обеспечивает выполнение деятельности, которая реализует актуальную потребность, притягивая к себе возбуждение из других центров и при этом подавляя их активность. Да, то есть как бы доминантный очаг, он как бы втягивает в себя энергетику всех других возможных очагов, да, и тем самым усиливает себя и обеспечивает как бы удовлетворение вот той потребности, с которой он связан. Да? И далее, так сказать, да, Ухтомский продолжает. Это блокирует посторонние, не относящиеся к выполняемой деятельности раздражители и рефлексы и усиливает энергию возбуждения основного доминантного очага. И вот очень важный момент, да, это то, что фактически вот все наши деятельности, да, они организованы с физиологической точки зрения, да, по принципу доминанты. То есть когда мы занимаемся чем-то, так сказать, какой-то деятельностью, каким-то видом деятельности, мы действительно должны на ней сосредоточиться. И действительно вот этот вот физиологический механизм доминанты, а он подкреплен, так сказать, различными физиологическими экспериментами, и, так сказать, зарегистрировано это все, вот как бы это обслуживается вот этим физиологическим механизмом, да, механизмом доминанты. И вот я уже говорила о том, что Ухтомский был глубоко верующим человеком. Более того, он был таким как бы тайным монахом, да, и вот он подчеркивал, и он, естественно, да, он как бы пытался понять, а как же соотносится вот его вот это вот физиологическое учение, которое он разрабатывал в науке, с человеческой жизнью, и в частности вот с тем, как мы общаемся, с тем, вот как мы можем развиваться, совершенствоваться, преодолевать какие-то свои такие греховные состояния. Да?
И Ухтомский подчеркивает следующее, что доминанты фактически, да, наши доминанты делаемы, то есть они отражают наиболее важные для нас потребности, доминирующие наши потребности. Да, вот как бы если языком теории деятельности Леонтьева говорить, то это как бы вот те потребности и те мотивы, которые занимают вершину нашей иерархии потребностей и мотивов. И в связи с тем, что они как бы делаемы, да, они могут быть и переделаны. Вот в чем как бы основная, так сказать, идея. Да? И Ухтомский говорит, что чаще всего у человека присутствует так называемая эгоцентрическая доминанта, то есть доминанта на себе, доминанта на своих потребностях и интересах. Причем как бы эти интересы могут быть самыми разными, да, как бы и в позитивном ключе, и в негативном ключе. Да. Это могут быть какие-то потребности эгоистического плана, это могут быть какие-то комплексы, обиды, травмы, вот, и какие-то самые разнообразные страсти. И Ухтомский, говоря о том, что вот, как правило, у нас вот как бы автоматически присутствует вот эта эгоцентрическая доминанта, то есть то, что он даже не писал, а, в общем-то, вот надо сказать, что учение о доминанте им было разработано, он стал действительно одним из ведущих ученых-физиологов советского времени в нашей стране. Но понятное дело, что вот эти мысли о использовании представления о доминанте для, собственно, вот борьбы со страстями, понятное дело, что это он, в общем-то, писал только, так сказать, в собственных каких-то записках, иногда в письмах каким-то своим, так сказать, друзьям, и публиковать это он не мог. Но вот речь идет о том, что эгоцентрическая доминанта, она мешает нам увидеть и услышать другого человека именно как другого. То есть, значит, вот Ухтомский подчеркивает, что увидеть именно другость другого, его уникальность, радикальную отличность его от нас, да, то есть как бы рассмотреть, расслышать уникальную индивидуальность другого человека и как минимум просто действительно услышать, о чем же нам говорит другой человек, или о чем он нас просит, или в чем его нужда, в чем его потребность. Да? Вот для того, чтобы это сделать, осуществить, да, нам необходимо стараться перемещать, да, как бы передвигать свою доминанту с эгоцентрической как бы позиции, да, на другого человека. И как раз Ухтомский в своих записях, в своих письмах он пришел вот к этой формулировке, да, доминанта на собеседнике. Значит, почему это так важно? Потому что вот мы с вами когда говорили, когда разбирали вот, защитные механизмы, да, мы говорили о защитном механизме проекции. То есть для человека достаточно часто, так сказать, свойственно то, что он как бы проецирует на другого человека те какие-то собственные комплексы или какие-то представления о жизни, или вот какие-то свои эмоциональные состояния на другого человека, и тем самым он искажает представление об этом другом человеке. Да? Он искажает собственное познание другого человека. Ему трудно этого другого человека увидеть. И как раз вот здесь, вот если вы помните, да, мы с вами на тех занятиях приводили в пример, то есть это вот открытие, так сказать, механизма проекции, это не только заслуга психоанализа, да, это было известно очень давно. В частности, вот преподобный Ава Дорофей, он, так сказать, рассказывает историю, да, в которой действительно работает именно механизм проекции. Я напомню кратко. Вот, так сказать, 3 человека наблюдают, как на закате дня некий насильник монастыря перелезает через забор и уходит в город. Уходит из монастыря в город. И вот 3 совершенно разные толкования одного и того же действия, которые фактически связаны с тем, а как вообще сам человек, который говорит, как он понимает других людей, вообще какие у него, так сказать, представления и ценности. Да? Значит, вот один из 3 наблюдателей говорит о том, что
этот человек, этот брат, видимо, пошел, так сказать, в город для того, чтобы воровать. Другой брат говорит, что этот человек, видимо, пошел в город для того, чтобы блудить. А третий говорит, нет, он под покровом ночи пошел творить добрые дела, чтобы никто этого не узнал и чтобы не прославиться. Да, так сказать, чтобы вот не было повода к тщеславию. То есть совершенно разные точки зрения, вот совершенно разные проекции, так сказать, и мнения об одном и том же действии. И примерно о том же самом говорит и Ухтомский. Он говорит о том, что вот эта эгоцентрическая доминанта, она приводит к тому, что мы проецируем себя на другого человека и понимаем другого через себя. И здесь Ухтомский обращается к целому ряду таких вот как бы достижений, таких своеобразных психологических наработок русской литературы. В частности, вот хорошо известная нам такая по произведениям, в частности, Достоевского и произведениям целого ряда других писателей, не только русских, на самом деле, но и некоторых западных, фигура двойника. И здесь речь идет именно вот об этом феномене двойничества, когда один человек как бы проецирует на другого человека, так сказать, самого себя, и фактически он общается не с другим человеком, а он общается с собственным двойником. И таким образом он оказывается в таком вот замкнутом, так сказать, мире эгоцентризма. И вот некоторый такой вершины, да, вот это двойничество, оно, в частности, достигает, да, вот некоторого максимума в рассказе Достоевского, в повести Достоевского о капитане Галяткине. Вот этот капитан Галяткин настолько как бы углубился в такой псевдодиалог с самим собой, да, вот с некоторым таким своим двойником, что он просто, можно сказать, уходит от реальности, да, он просто вот как бы впадает вот в такое вот как бы абсолютно эгоцентрическое состояние. Да? То есть вот его, этот двойник, он становится его собеседником. И это, в общем-то, то, чего, так сказать, мы не должны себе желать, а мы все-таки призваны, да, к тому, чтобы слышать другого человека. Да? И для этого нужно понять, что другой человек радикально другой, что он радикально, так сказать, кардинально отличается от нас, что у него другой опыт, что у него могут быть другие ценности, что у него другая биография, да, другое воспитание и так далее, и так далее. И на самом деле вот мы с вами помним наши занятия, связанные с гуманистической психологией, да, и помним о том, что, скажем, Карл Роджерс говорил и писал о том, что у каждого человека абсолютно уникальная феноменальное поле, то есть поле опыта, которое принадлежит исключительно данному конкретному человеку, и оно неповторимо. И вот, так сказать, цель, в частности, гуманистической психологии заключается в том, чтобы попытаться понять, услышать, да, вот этот вот, так сказать, голос другого человека, да, вот, и каким-то образом попытаться эмпатически проникнуть вот в это поле, феноменальное поле другого человека. И здесь мы как раз с вами отметим какие-то важные критические замечания и различия, да, между диалогическим подходом и гуманистическим подходом вот в этом отношении. Но здесь нам надо с вами как бы подчеркнуть, что доминанта на собеседнике, то, к чему призывает Алексей Алексеевич Ухтомский, да, вот в своей жизни, да, стараться смещать доминанту с себя, какого-то, так сказать, вот любимого или нелюбимого, или, так сказать, какого-то болезнующего чем-то там и так далее, да, сосредоточенного на себе, значит, вот эту доминанту смещать на собеседника. И фактически что это получается? Это получается, вот если говорить христианскими, так сказать, терминами, да, то это получается аналог любви к ближнему. Это получается некоторый такой механизм осуществления любви к ближнему. То есть когда мы сдвигаем доминанту на собеседника, то мы с вами фактически, да, на какое-то время откладываем себя, отставляем себя, так сказать, на какое-то, так сказать, вот фоновое, так сказать, да, вот положение, выводим себя, так сказать, из некоторого центра, да, и в центр помещаем другого человека с его, может быть, нуждами,
с его, может быть, болью, с его какими-то проблемами, может быть, вопросами. И если говорить о состоянии ситуации психотерапии, то здесь как раз вот речь и идет о том, что способность, да, переместить доминанту на другого человека, да, вот, осуществить вот эту доминанту на собеседнике, это некоторое такое условие того, чтобы мы действительно услышали, а в чем конкретно состоит проблема данного человека, да, что у него болит, какие у него проблемы, какие у него переживания, да, чтобы мы не как бы заслоняли, да, собственным каким-то эмоциональным фоном, собственными проблемами, переживаниями то, что происходит здесь и сейчас с данным конкретным человеком. Вот здесь мы с вами, наверное, должны отметить то, как соотносится, да, вот эта, так сказать, эмпатия, да, как механизм понимания другого человека и то, что рассматривается в рамках гуманистической психологии, в частности, вот в представлениях Карла Роджерса, как это соотносится с тем, что мы сейчас с вами обсуждаем относительно доминанты на собеседнике? Дело в том, что да, вот, действительно здесь надо ввести определенные различия. И оно состоит в следующем. Когда речь идет о механизме эмпатии, то предполагается, что мы стремимся как бы вчувствоваться, а эмпатия переводится дословно именно как вычувствование, то есть вот проникновение, углубление в то состояние, в котором находится другой человек, да, в те переживания, эмоциональные переживания, которые сейчас есть у другого человека. И как бы это получается как некоторое такое удвоение, опыта вот этого другого человека. Это вот то, что предлагает нам вот гуманистическая психология. И надо сказать, что эта идея или этот принцип, да, как бы эмпатического такого проникновения, он достаточно опасный, он достаточно рискованный. В частности, он рискован постольку, поскольку возможно такое эмоциональное заражение негативными эмоциями другого человека. И фактически все практикоориентированные направления в психологии, которые стремятся к оказанию психологической помощи человеку, они изобретают вот какие-то способы защиты от негативных переживаний другого человека и вот сохранения какого-то такого нейтрального, спокойного, уравновешенного, гармоничного состояния психотерапевта. И вот в качестве примера рискованности вот этого, так сказать, эмпатического проникновения в душевный мир другого человека можно привести эпизод из жизни самого Карла Роджерса, когда он настолько вот как бы часто и вот глубоко, да, вот погружался в эмоции, да, в переживания других людей, что, в общем-то, ему самому потребовалась психологическая помощь. То есть он в достаточной степени, так сказать, серьезно расшатал собственное равновесие, да, и, в общем-то, действительно ему пришлось обращаться за психологической помощью. И вот здесь нам с вами, наверное, имеет смысл привести слова уже упомянутого нами вот сейчас на этом занятии Михаила Михайловича Бахтина, который также размышлял о проблемах, связанных с эмпатией. И он писал и говорил о том, что если я осуществляю просто эмпатию, то как бы фактически это только удвоение вот душевного мира другого человека. Так сказать, никакого, так сказать, продуктивного результата здесь ожидать не приходится, по мнению Михаила Бахтина. Почему? Потому что другой, он радикально другой. То даже, что, так сказать, вот мы с вами можем в какой-то степени сделать в качестве вот такого эмпатийного, да, отклика и погружения в эмоциональный мир другого человека, это на самом деле в какой-то степени
иллюзия. И здесь как раз вот Тамара Флоренская, она комментирует это следующим образом, да, что, во-первых, мы в силу вот того, что мы находимся в таком падшем состоянии, да, мы должны очень хорошо понимать, что наши возможности вообще, так сказать, вот глубокого проникновения в душевный мир другого человека, они ограничены. Мы должны сохранять определенную трезвость здесь, да. И поэтому она говорит не о эмпатии, как в чувствовании, да, а она говорит об эмпатическом внимании к человеку. И доминанта на собеседнике – это не эмпатия. Это именно вот внимание к человеку в целом, к целостному человеку, а к человеку, который вот в случае, так сказать, обращения за психотерапевтической помощью находится в каком-то нестабильном, трудном, так сказать, иногда очень тяжелом состоянии, вот в каких-то негативных переживаниях. И наша доминанта на собеседнике, вот не зря здесь подчеркивается вслед за Ухтомским, Флоренской подчеркивается на собеседнике, то есть именно на человеке в целом. А у человека, как мы помним с вами, да, в рамках диалогического подхода, подчеркивается, да, что у него имеется не только вот это вот его наличное состояние. Вот сейчас он в печали от того, что там, не знаю, что-то там не так случилось в его жизни, как он, допустим, хотел, или там что-то идет вразрез с его желаниями и так далее, и так далее. Да? А мы говорим о том, что у человека помимо его наличного «я», да, его переживаний, существует еще духовное «я». Духовное «я», вот это высшее «я», которое вот имеет какую-то, так сказать, вот отнесенность вот к этой вот перспективе вечной жизни человека, да, в некотором замысле Божьем о человеке, да, и которая может и имеет такую возможность гармонизировать и упорядочить, так сказать, жизнь этого человека и действительно привести его вот в это вот здоровое, целостное, исцеленное состояние. Да? Вот то, о чем мы и будем говорить с вами в дальнейшем. Таким образом, нам с вами очень важно подчеркнуть, что эмпатия и доминанта на собеседнике – это разные вещи, это разные позиции, это то, что обеспечивает на самом деле разный такой вот наш психологический опыт в общении, в контакте с другим человеком. На этом нам с вами следует сейчас завершить это занятие, и мы с вами продолжим говорить о принципах, да, духовно ориентированного диалога. Вот в частности, доминанта на собеседнике – это одна из очень важных позиций, очень важных принципов, которые могут помочь обеспечить именно вот выход нашего диалога, наших контактов на духовный уровень. На этом мы с вами завершаем. А теперь вопрос.